Так, ребятки, продолжаем. И сегодня у нас на повестке дня страница с категориями, все, что там будет связано. То есть все внутренности страницы категории мы сегодня должны с вами сделать за один урок. Для этого давайте быстренько так раз-два и приступаем. В категориях давайте сделаем сначала верстку, а потом уже будем прикручивать функционал. Для этого скажу, что тут будет класс margin top, пускай 10. Padding 4, rounded large, или давайте medium, и bg slate 800. Внутри у нас будет h1 с каким-нибудь, да даже без класса, наверное. Скажем, что у нас тут будет написано your category list. Вот так. Дальше у нас будет блок, где будут лежать все категории. Для этого нам надо сделать div flex, скажем mt2, items center, какой-нибудь gap, допустим, 2, и сделаем flex wrap, чтобы, если категорий будет много, они переносились. Окей. Дальше сами категории, это будет div, или это будет не div. Да, это будет div с классом, ух ты, с классом. Во-первых, на него надо будет высить класс group, для того, чтобы мы могли управлять состоянием хауэра внутренних его элементов. py2, px4, rounded, давайте md, или давайте large тут сделаем, bg blue 600, blue 600, flex items center и relative. Давайте какой-нибудь gap, скажем, 2 пикселя, вот 8 пикселей. Есть. Теперь внутри нам нужно создать еще один div, потому что если мы там помним, у нас там при наведении, когда мы наводили, давайте сохраним, а сейчас ничего не будет, наверное, ничего не видим. Короче, тут при наведении мы когда наводили, там вылезал еще один блок, где было две иконки, редактировать и удалить. Поэтому нам сейчас нужно сделать внутри div с классом absolute px3 left 0 top 0 bottom 0 и right тоже 0. 0, вот так вот. Тоже rounded large, bg black пускай будет там на 80%, например, или давайте на 90%, чтобы было еще темнее. Items center и justify between. Вот так. Дальше у нас будет кнопка для редактирования. Мы сразу скажем, что это button будет. А ничего, она без классов будет, она будет просто с иконкой. AI fill edit не подсказывает нам ничего, поэтому мы должны ее импортировать, эту иконку. И импортировать мы ее будем вот так вот. Import from React Icons AI. Вот так. Давайте посмотрим, что получается. Так, вот иконка есть, отлично. Так, что мы тут с... Ладно, окей. Вот тут, там, пускай это будет там salary. А, это уже икон. Вот тут. Да, вот тут у нас будет title. Где-то, по-моему, верстка поехала, сейчас будем разбираться. Так, внутри у нас должен быть
иконка с Edit, и также у нас должна быть иконка для удаления. Но для удаления я предлагаю сделать не прям сразу иконку, а немножко по-другому. Мы будем использовать сразу элемент форм, который принадлежит React Router DOM. И мы скажем, что у этой формы пускай будет flex. И вот он надо указать flex. Вот так. Вот, теперь оно по центру, отлично. И мы скажем, что у этой формы будет flex. Class name. Метод у нее будет. Так вот. Метод у нее будет delete. Action. Action у нее будет на categories. Вот такой путь. Внутри этой формы будет input type hidden. То есть нам не нужен никакой input, мы сюда просто будем записывать value. То есть мы сюда будем записывать категорию ID. Давайте пока тут будет просто категории ID. Пока мы просто делаем обертку, мы не делаем функционал. И также тут будет кнопка type submit. И здесь у нас будет иконка. Мы вот тут скажем, что AI fill close circle. И эту иконку мы тут выведем. То есть в эту кнопку выведем эту иконку. Сохраняем, смотрим. Вот так. И это будет удаление. То есть редактирование и удаление. Ну, уже форма отработала. Возвращаемся. Все. Теперь нам, конечно же, нужно это все немножко переиграть. Мы вот эту формочку черную делаем hidden. Все, мы ее скрыли. И теперь из-за того, что у нас тут group, мы скажем, что group hover, мы говорим, что это будет flex. Вот так. Тогда вот этот flex мы теперь убираем. Сохраняем. Все, и теперь при наведении у нас появляется вот такая вот анимация, где есть две кнопки Edit и Close. Окей, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. И дальше у нас что будет? Дальше у нас там была кнопочка для добавления категорий. Поэтому мы... вот это у нас категория лист. Давайте я отмечу. Вот так вот. Категория лист. Дальше будет add категория. И тут мы сделаем следующее. Мы тоже делаем кнопку с классом max width fit flex items center gap 2 текст white 50 mt сделаем 5 и на hover повесим текст white просто. То есть таким образом, да, мы, чтобы понятно было, что происходит, мы говорим, что тут opacity 50 на текст white, то есть он такой серый будет, и при наведении он будет просто белым. Таким образом симулируем hover красивый. Окей, и внутри этой кнопки будет span, где мы скажем, что это будет create a new category. И также будет какая-то иконка. В нашем случае пускай это будет import fa plus с React Icons font awesome. И эту иконку мы тут выведем. Смотрим. Вот. Есть такая кнопочка. Отлично. Отлично, отлично. Что мы будем делать с вами дальше? Что мы будем с вами делать дальше? В принципе-то нам бы по-хорошему сделать какое-то модальное окно, потому что мы тут форму никакую не вводили, и нам бы сделать модальное окно, которое будет открываться там при клике на эту кнопку или при клике на редактирование. Поэтому я предлагаю сделать какое-то такое более-менее переиспользуемое модальное окно в компонентах, которое мы с вами сможем переиспользовать. Категория. Model.
tsx. Раскидываем. И что мы тут будем делать? React нам не нужен, а вот функциональный компонент нам нужен. И что мы тут будем принимать? Мы тут будем принимать, во-первых, type. Мы будем принимать type, ID и set visible model. Фишка в том, что такое type, что такое ID. Type мы будем передавать типа post или patch или delete, то есть на какой тип формы мы с вами отправляем. ID-шник это, конечно же, той ID-шной категории, которую мы будем с вами удалять, редактировать и так далее. И вот эта вот функция setVisibleModel, это просто для того, чтобы закрыть наше модальное окно после того, как мы создали эту модалку, да? Теперь это все по-хорошему будет типизировать, поэтому я скажу интерфейс. Тут можно, да, по-разному делать. Можно, вот, пишут просто пропсы. Если мы типизируем пропсы, то пишут пропс и пишут, что какие тут типы нам нужны. Как мы делали, кстати, в этом. Я как-то даже не задумался об этом, так просто тут сделал. То есть вот так вот можно делать. А можно делать, как тоже делают, берут название компонента и перед ним просто ставят y. То есть типа интерфейс для этого компонента. И потом уже его вот так используют. То есть и то, в принципе, будет правильным вариантом, и нет какого-то точного. Все. Теперь он говорит, что мы не нашли эти property в типе, поэтому нам нужно эти типы, конечно же, описать. Что у нас будет? У нас type. У нас тут будет два типа. Post и patch. Потому что на delete нам не нужна никакая форма. Поэтому мы говорим, что у нас будет либо post, вот так вот можем, да, сделать, чтобы не усложнять. Можно это, конечно, усложнить, сделать более еще красиво и корректно. Ну, нам, в принципе, такой тоже вариант подходит, потому что тут всего два варианта, поэтому отлично. ID у нас будет типа number. И сама функция set, давайте я скопирую. Эта функция, да, мы же говорим, что это функция, что вот это будет функция, поэтому мы возвращаем, мы тут принимаем функцию, которая ничего не возвращает. Она ничего возвращать не будет, она будет просто закрывать окно, поэтому она ничего не возвращает, и в свою очередь она будет принимать в себя параметр visible, который будет типа boolean. То есть мы будем тут брать visible параметр, который будет либо true, либо false. Если true, то мы видим это окно, если false, то не видим. То есть таким образом мы типизировали с вами функцию, которую будем использовать. Окей. Давайте теперь немножко займемся версткой всего этого. И мы скажем, что... Давайте мы этот компонент выведем сразу. Вот тут в категориях, но где-нибудь ниже. Насколько ниже, я думаю, мы это сделаем. Прям после... Да, мы вот это вот все, что у нас есть, вырежем и создадим это как React фрагмент. И внутрь это поместим. То есть пока это можем закрыть. И вот тут дальше где-то мы эту форму выведем. Категория model. Видите, он сразу там жалуется, что там нужно что-то передать. И нам бы в него что-то передать. Ну, во-первых, да, у нас там... Давайте для примера, просто я хочу, чтобы мы видели эту форму. Type. Мы сейчас будем создавать форму сначала, категорию, поэтому сразу передадим так. ID передадим там, 1. И set visible model. Мы просто стрелочную функцию передадим. Все, чтобы он не ругался. Чтобы мы видели, в принципе, эту форму. Сейчас сделаем небольшую стилизацию. Давайте что напишу. Ой, мимо. Все, мы эту форму видим. Отлично. Теперь можем ее стилизовать. Пока есть ошибки, не смотрите. Я сейчас все делаю моковые данные, чтобы мы просто могли видеть изменения, которые мы с вами вводим. По поводу стилей. Окей, как мы тут стилизуем? Конечно же, мы скажем, что это будет fixed. Top 0. Left 0. Bottom 0. И right 0. Width. Давайте сделаем screen. Height. Нам, в принципе, хватит вот так вот. Full на всякий случай. Даже это можно не писать, скорее всего. Height full. BG black. И на сколько процентов? Давайте на 50%.
полупрозрачность, flex, flex call. Хотя нам тут это не надо. Just flex, justify center и items center. Вот так. Теперь сама модалка. А сама модалка у нас будет это форма. Да, то есть опять форма из React Router дома. И ей мы можем давать уже стили. Класс. У нас тут что будет? У нас тут будет label, input и две кнопки. Давайте создадим сначала структуру. Я скажу, что у нас тут будет label. Внутри будет input. Вот так. Какой-нибудь можно написать текст здесь. Давайте в теге small напишем label. Так, у нас там будет label и кнопки. У нас там будут еще кнопки, поэтому скажу, что тут будет flex, items center, gap, например, 2. Тут будет две кнопки, button, type. Тут будет submit, а вторая у нас type будет просто button будет. Просто button. Окей. В submit у нас будет класс. Так, классы потом. Классы потом. У нас будет submit. Здесь будет close. Вот так. Теперь давайте немножко все это стилизуем. Форма. Так, мы видим, что у нас все уже, в принципе, затемнилось. Вот она форма. И давайте ее стилизуем. У формы будет grid, calls. Даже не надо, надо нам тут grid или нет. Зачем нам тут grid? Для гэпа. Ну, давайте пока grid. Gap 2. Width. Я хочу ее сделать 300 px. Padding 5. Rounded MD. И BG Slate 900. Сохраним. Так, вот такая форма. Отлично. Только не bottom, а просто всем с краям. Есть. Так, тут мы скажем, что это пускай будет title. И name пускай тоже будет. Тут name title. Placeholder title. Вот так. Теперь мы small, в принципе, так оставим. А теперь классы вот тут напишем. Скажем, что класс у нас будет input и v-full. Вот так. Есть. Отлично. Только здесь мы напишем вот так вот. Теперь категория title. Есть. Формочка есть. Теперь кнопочка осталась стилизовать. У нас есть две кнопки, поэтому сразу можем сказать, что класс. У них btn. У первой будет btn green. Смотрим. Есть. А вторая будет btn red. Вот так. Я бы еще им добавил отдельно класс disabled. Я думаю, в принципе, у них одинаковые классы будут, поэтому... А мы можем прям даже не тут, мы можем прям на btn пойти в общие стили и сказать тут, что btn disabled у нас будет bg gray 400. И также на disabled мы скажем, что курсор у нас будет not allowed. Вот так. И теперь, если мы сделаем какую-то кнопку, допустим, вот эту disabled, то она будет серой. И при hover тоже.
Ага. Давайте тоже. Disabled, bg, gray 400. Так, как мне этот hover убрать? Disabled. Ага, disabled hover. Все. Вот так вот. Мы говорим, что disabled hover тоже bg gray 400. Вот так вот. Вот. Все. Убрали этот hover. Отлично. Теперь, что нам тут еще нужно в этой в этом модальном окне? Во-первых, type. Type у нас не так просто мы тут будем давать. Нет, type будем давать просто. Будем вот тут давать не просто. Мы скажем, что если type равен, да, у нас два варианта всего лишь. Мы же принимаем параметр type. Мы говорим, что если type равен patch, то есть обновление, тогда у нас будет в кнопке написано save. Так, вот так вот. А если там будет не patch, то тогда это будет create. Да, потому что этой формой мы либо создаем категорию, либо редактируем. Окей. Давайте потихоньку уже двигаться и все это делать. Возвращаемся в категории. И тут нам нужно что делать? Тут нам нужно в первую очередь сначала создать action. Да? Поэтому мы создадим тут выше, скажем, const экспортировать. Экспорт const categories action. Это асинхронная функция async, которая принимает в себя request. Вот так. Окей. Что мы тут будем делать? У нас, поскольку у нас будет два запроса на patch и на post, поэтому я сразу могу делать, что мы будем делать switch по request метод. И у нас будет несколько кейсов. Кейс post и кейс patch. Еще delete. У нас будет три метода, потому что мы редактировать их, редактировать мы их будем, добавлять и удалять. Получать все эти категории мы будем, конечно же, через loader, а не через action. Окей, первым делом мы будем создавать, поэтому мы идем в post и говорим, что const form data равно await request form data. Потом дальше создаем категорию, где title у нас будет form data get title. Дальше мы эту категорию должны же передавать на back. Поэтому мы говорим, что давай-ка await instance. Instance это пост-запрос на адрес categories. Да, и давайте мы откроем Insomnia и посмотрим, что мы тут писали. По-моему, так. Так, категории, create. Да, это пост-запрос на адрес categories, куда мы должны только передавать title. Post categories и сюда передаю категории. Или можно сделать так вот. Const title. И return null. Потому что эта функция должна что-то возвращать нам, по идее. Ну, либо null, либо redirect. Я скажу, что return null. Окей, в принципе, с созданием мы с вами разобрались. Теперь нам нужно... что нам нужно?
Нам нужно настроить вот это вот теперь модальное окно, которое мы с вами сделали. Так, что за ошибки у нас тут? Вот так. Потому что там нет никаких типов, я, по крайней мере, не нашел у этого реквеста, поэтому я напишу any, чтобы не ругалась. Окей, что мы теперь вот в эту категорию model, давайте это будет add category model, потому что у нас еще потом будет edit, вот так вот, edit категории model. Теперь нам нужно состояние visible этой модалки. Поэтому мы скажем, что const visible model и set visible model. Это будет use state. Оп. По умолчанию это будет false. И, конечно же, это будет boolean. Вот так. Теперь, что мы будем делать? У нас сейчас задача эту... Давайте посмотрим. Задача показывать, когда мы нажимаем на Create, да? Значит, когда мы показываем на Create. То есть мы можем сделать уже здесь проверку, что если Visible Model, то только в таком случае ты показываешь эту модалку. Есть. Там сейчас стоит False. То есть нам теперь при клике вот сюда нужно установить как True. Поэтому мы говорим, что этой кнопочке, пожалуйста, на on клик сделай set visible model на... Да, в принципе, можно напрямую прям так вот true сохранить. Так. Теперь categories. Конечно же, здесь надо сделать вот так. Create мы открываем. Так, на close, значит, нужно повесить закрытие. Чтобы повесить на close закрытие, мы возвращаемся в категорию модуля, в модалку. И сюда на close нам просто нужно на onClick. onClick. Мы говорим, что тут тоже стрелочная функция, которая говорит, что set visible model мы устанавливаем как false. Мы говорим, что здесь false, и, конечно же, эту функцию нужно передать. Мы же ее не передаем тут. Вот в set visible model мы передаем эту функцию set visible model. И еще я думаю, что вот этот ID параметр нам передавать здесь не нужно, потому что когда мы создаем категорию, у нас никакого ID-шника нет. Поэтому его нужно сделать вот тут не обязательно. Его нужно сделать не обязательным. И, конечно же, в форме мы не дали никаких экшенов. То есть экшен у нас на categories. То есть мы отправляем запрос по адресу categories. Эта форма будет отрабатывать. А метод у нас тут будет лежать переменная type. Да, то есть мы указываем вот тут через type, мы передаем, что это либо post запрос, либо patch запрос. И таким образом мы с вами будем отлавливать тот или иной необходимый action. И, кстати, этот action нам нужно подключить в роутере. То есть идем в route, ищем категории. И вот тут говорим, что action у нас будет categories action. Окей. И давайте проверять. Обновим приложение. Перейдем в вкладочку Network, Fetch. Почистим тут все. Вот так. И нажмем «Задать новую категорию». Я скажу, что пускай это будет grocery, например. Нажимаем Create. Мы видим, что запрос ушел. Статус 201. И мы видим, что Created и Payload Title Grocery. В принципе, вот мы создали, да, мы видим, что было создано тогда-то. ID-шник у него 4, Title такой-то. И User, эта категория принадлежит юзеру 4. Отлично. Прекрасно. Это прекрасно. И что мы делаем дальше? Во-первых, после того, как мы создали категорию, я хочу закрыть форму.
Для того, чтобы это сделать, я могу пойти в модальное окно и на эту форму сказать, что onSubmit, то есть когда мы onSubmit, когда мы подтвердили эту, не так, когда мы отправили форму, да, то есть подтвердили отправку, вот так вот можно сказать, то я хочу после этого сказать, что set visible model установи как false. Просто спрячь эту форму. И давайте еще категорию grocery 2, нажимаем create, и оно исчезло. Отлично. Отлично. Что нам теперь можно сделать дальше? Давайте мы теперь получим все категории и будем их выводить уже вот тут. Для этого нам нужно создать, конечно же, уже не action, а как он называется? Loader. Loader. Поэтому мы скажем, что тут помимо экшена экспорт const категории loader равно async функция. И тут мы должны получать данные. Сразу делаю запрос, скажу const data, можем сразу вытащить. Это будет await, конечно же, равно. Так, и здесь instance. Запрос у нас идет get по адресу. По какому адресу у нас там идет? Просто категория, по-моему, да? Категории. Вот так. И мы возвращаем дату. Return data. И сейчас нам надо будет это все потом типизировать, но я пока не помню, что у нас там возвращается. Поэтому давайте сюда. И мы сразу в категориях скажем, что const categories это будет use loader data из React Router дома. И мы можем теперь их вывести. Мы можем теперь их вывести, у нас нет никаких типов. Давайте посмотрим вообще в консоль лог, что у нас там в категориях лежат. Categories. Вот так. Конечно же, нам нужно здесь этот лоудер тоже подключить, поэтому идем в роутер. Я говорю, что помимо экшена мы еще загружаем лоудер типа категории loader. Так, и давайте посмотрим, что нам тут приходит. Нам приходит массив объектов, где есть поле ID, created add, title, transaction и updated add. Давайте мы создадим для этого тип. В тайпах скажем export type I category. И это будет, что там был? Там был title типа string. Там был ID типа number. Там был created add типа string. Также updated add типа string. Так, только тут не типа интерфейс. Так, и там еще есть транзакции. Transactions. Но мы сделаем их типа пока просто массив. Потому что мы не знаем, мы сюда потом добавим, что это, скажем, что это массив транзакций. Мы пока не знаем, что возвращается в транзакциях, поэтому мы это типизировать не будем. Просто скажем, что это массив. Окей. Тогда мы возвращаемся в categories. И мы говорим, что данные вот этих категорий можем сделать так, что s, i, категорий, сказать, что это массив. Вот так. И таким образом, мы сейчас, если найдем сюда, мы видим, что это категории типа i категории, которые можно будет использовать. Поэтому теперь, если мы сделаем... Теперь мы сделаем... Что мы тут с вами сделаем? Мы также самое можем это указать еще тут дополнительно. Сказать, что это i. Возвращается нам i категории массив. Вот так. И теперь эти категории нам можно уже делать map. Где мы это будем делать? Категория list. Это получается вот этот вот элемент. Да, вот этот элемент. Мы говорим, что здесь мы делаем categories map. Мы тут получаем категории. Мы здесь получаем категории и индекс. И вот тут вот так вот мы делаем. Вот так. Теперь мы тут выводим не salary, а категории
Мы видим, что тут поля есть. Title. Value. Вот тут мы уже выводим категории поля ID. Так, давайте смотреть. Вот, есть grocery, grocery 2. Нужно ключ. Конечно же, мы вот тут добавляем параметр key. Пускай это будет категория. Ой, пускай просто будет индекс. Вот так. Так, ошибок никаких нет. Категории наши выводятся. Если мы добавим еще одну, давайте это будет salary. Нажму create. У нас категория появляется. Отлично. Отлично. Дальше я бы уже сделал удаление категорий, поэтому идем в VS Code. Для удаления мы тут уже добавили формочку, которая отвечает за удаление, да, мы же помним, что это делали недавно. И value у нас уже категория ID тут лежит. То есть теперь нам просто нужно этот action обработать. Мы идем в action, и теперь метод delete, case delete мы с вами сейчас обработаем. Что у нас в delete идет? Нам также нужно получить дату, const, прям можем вот так вот делать, скопировать. Дальше const категории, то есть какую категорию мы хотим удалить. Мы говорим, что ID form data get ID. В принципе, зачем нам это делать? Неправильно делаю. Вот так. Категория ID. Вот так. Мы получаем с той формы поле ID. А мы назвали это поле name. Вот так вот. Name ID. Вот так теперь это должно работать. А то я не понял, какое ID. Так, у нас есть form data. Мы получаем этот конкретный ID-шник той категории, которую мы хотим удалить. И дальше мы делаем запрос просто await instance. Это у нас запрос delete. И мы говорим, по какому адресу. По адресу у нас идет, если мы посмотрим в Insomnia, немножко уже забыл, сделал небольшой перерыв. Категории, где remove, у нас есть categories и какой-то это не совсем правильный путь, потому что мы с вами там добавляли с вами, скажите мне, я скажу, как он называется? Мы с вами добавляли guard. Guard, видимо, после создания guard я не обновил роуты. Я уже не помню, если честно, но это не совсем правильный роут, как мне кажется. Route должен выглядеть следующим образом. Route должен выглядеть delete, если мы говорим, что мы это categories. Дальше категории, потому что у нас там уже в гварде было... Сейчас посмотрим. Я уже забыл. Я сделал небольшой перерыв такой на несколько дней. Категории контроллер. И удаление... Да, у нас есть там type. У нас там есть type. Все правильно. То есть нам нужно говорить, что categories... категории, потому что, еще раз, guard автор, мы говорим, что у нас либо transaction, либо категория. Поэтому мы указываем здесь категории S, категории, а потом уже указываем этот ID-шник. То есть вот так вот. ID и меняем кавычки на вот такие. Только не ID, а категория ID. Вот так. То есть на этот адрес мы делаем запрос, и потом возвращаем, ну, потому что нам ничего возвращать не надо. Окей, теперь давайте проверять. Идем сюда. Давайте перезагрузим страничку. Я хочу удалить grocery 2. Нажимаю удалить. Вот она исчезла. Я обновляю. У нас ее нет. И если мы посмотрим, ошибок никаких не было. Давайте я еще удалю grocery еще раз. Application. Ой, не туда. Network. Нажимаю. Хочу удалить grocery. Нажимаю удалить grocery. Все, у нас... Видно, что у нас удалился этот элемент, и снова прошел запрос на получение всех категорий. И у нас остался только salary один элемент. Отлично. Это работает. Осталось нам сделать патч. Осталось нам в категориях сделать патч. Давайте мы пойдем, напишем сразу же этот case action. Мы скажем, что const
form, мы прям скопируем вот это вот. Потом дальше у нас будет const категории равно. Потому что у нас тут мы должны знать, какую категорию мы обновляем по ID-шнику. ID, где будет form data get ID. И также title будет, на который обновляем. Это form data get title. После того, как мы сформировали и получили данные категории, которые мы обновляем, мы говорим, что await instance patch. И тут мы делаем categories, категории. И здесь категория ID. И передаем сюда саму категорию. Есть. Это есть. Теперь нам нужно сделать что? Теперь нам нужно добавить еще одно модальное окно в категориях. Вот тут. То есть у нас есть категория модалька для добавления, для пост запроса. Во-первых, давайте сделаем patch. Тут нам уже нужно передавать ID. Как нам узнать теперь здесь ID-шник? Как нам узнать теперь здесь ID-шник? Чтобы узнать ID-шник, нам нужно создать дополнительный state. Потому что мы-то сейчас не знаем, какую категорию мы хотим обновлять. И нам нужен для этого state. Я скажу, что у нас будет const категории ID и set категории ID. Это будет use state. Типа сможем написать, можем не писать, number. И по умолчанию пускай будет 0. Не суть. Также еще у нас в таком случае будет две формы открываться. То есть мы на visible model будем открывать две формы. Нам это не подходит. Я хочу сделать следующим образом. Я хочу еще это кое-как перепроверить и сказать, что const is edit set is edit равно use state. Это будет false. Можем указать boolean, можем не указать. TypeScript и так поймет. Так, пошла какая-то ошибка. Ну ладно, сейчас будем разбираться. Что нам нужно теперь сделать? Как нам вообще узнать, вот сюда поместить ID-шник, какой категории мы там изменяем? Для этого у нас есть вот тут кнопочка, где мы видим на Edit. Мы на нее можем повесить обработчик on. Клик сюда. Вот так. И, во-первых, что мы тут хотим сделать? Нажимаем set visible model. Visible model ставим true. То есть, кто не понимает, что происходит, смотрите, у нас тут где-то пошла ошибка. Вот тут ошибка пошла. Давайте пока это скроем. Вот так. У нас вот тут есть две кнопочки, да, удаление мы уже реализовали. У нас еще есть эта кнопочка, поэтому вот на нее я только что повесил set обработчик вот этот, вот мы ее показываем. То есть мы теперь показываем форму. Еще как раз таки вот при клике на эту кнопку, где она, помимо того, что мы показываем форму, мы еще устанавливаем значение категории ID, потому что на этой кнопке уже доступна категория, да, которую мы тут распарсили, и мы можем достать оттуда ID. Поэтому мы говорим, что set категории ID, категории ID. И что нам еще нужно сделать? Для того, чтобы мы отдельно показывали вот эту форму от вот этой, я бы сделал следующим образом. Вот этот isEdit я бы поставил как true. То есть set isEdit я бы поставил как true. И тогда вот эту вторую форму, которая у нас на edit идет, мы ее сейчас раскомментируем. В ID мы уже передаем категории ID, которая у нас в стейте лежит.
И чтобы ее показывать, нам недостаточно просто visible model. Нам нужно, чтобы был visible model в true. И также из edit был тоже в true. То есть, что это форма для патча, для изменения категорий, а не для создания. Таким образом, теперь мы сюда кликаем. Открывается форма. Кликаем сюда. Тоже форма открывается, но эта форма уже на изменение. И по идее мы должны были бы проверить. И давайте проверим. Если я ничего не забыл. Salary new. Нажимаю Save. Not found. Not found. Я знаю почему. Я знаю почему. Потому что мы, вот тут уже в категории Model, мы вот этот айдишник нигде не использовали. Мы этот айдишник нигде не использовали, и нам его нужно, как-то мы его там передаем, то есть тут нам где-то нужно его получать и куда-то его вставлять. А куда мы его тут будем добавлять? Мы его будем добавлять в этот input. Не в этот input. Мы создадим здесь дополнительный input. Мы же там, смотрите, мы писали с вами, что... где этот action? Мы должны получить патч айдишник и новый заголовок. То есть мы хотим найти категорию, да, по айдишнику и взять ее заголовок. По сути, хотя этот айдишник, наверное, нам тут не нужен. Давайте мы, наверное, это переделаем. Зачем нам так делать? Const категории. А, нам же все равно надо передавать. Нет, мы так и делаем. Мы вот так сделали. И теперь вот тут единственное, что у нас будет name title. Это понятно. А еще мы сделаем один input. Type мы его сделаем hidden. И value у нас тут будет как раз таки этот ID. И name ID. Вот так вот. И name получим ID. И таким образом мы будем получать из формы. Да? Сейчас у нас, пока этого не было, у нас эта форма знала только про input с name title. А вот тут мы уже пытаемся получить и title, и ID. И чтобы этот ID-шник сюда тоже передать, мы можем вот тут создать дополнительный input, который будет hidden, в который мы можем прям value указать вот так вот. Мы не должны им управлять, мы просто записываем и все. И теперь мы можем это все повторить. Оп, возвращаемся, обновляем страничку, нажимаем редактировать. Я скажу, что это будет salary new. Нажимаю save, и у нас все обновилось. Если мы сейчас обновим страничку, у нас это все сохранилось, и все отлично работает. Никаких ошибок уже нет. Это старая ошибка. Это старая ошибка. Можем перегрузить, чтобы оно не мешало нам. Давайте сейчас еще раз обновим, чтобы мы убедились, что это действительно старая ошибка была. Так, ошибка ушла. Давайте salary. Просто вернем на salary. Нажимаю save. Изменилось. Тут никаких ошибок нет, тут никаких ошибок нет. То есть мы с вами справились. И что мы с вами сделали, по сути? Давайте посмотрим еще раз страницу категорий. Мы сделали раз, два, три экшена. Мы сделали loader. И по сути, по-моему, мы с вами сделали все, что нам нужно. По сути, ребятки, мы с вами сделали все, что нам нужно. У нас категории теперь все работают. Давайте там gift. Так. Salary. Так, ошибочка. Не все работает. Так. То была ошибка, я не обновил страничку, она закэшировалась. Все нормально. Если мы сейчас будем, давайте. 3. Есть. Давайте еще там. New one. Да, надо было обновить страничку, потому что она закэшировалась, и оно меняло одно и то же. Все. Теперь мы можем удалить, допустим, вот это new one. Удалить 3, остается только salary и gift. Нажимаем обновить, и остается только те, которые нам нужны. То есть это была не ошибка, это просто оно закэшировалось. Не нужно было обновить. Что ж, ребятки, на этом с категориями мы с вами, в принципе, закончили. И нам осталась одна тема, последняя. Я думаю, что это будет последний урок все-таки. Это тема странички транзакций. И этим мы займемся уже с вами в новом уроке. Напоминаю, исходный код будет доступен на Патреоне, кому нужен, кому не нужен. Можете повторять за мной. Это лучший способ все-таки. Я не рекомендую сильно, да, сразу с первых уроков брать тот код и все по нему просто копировать и вставлять. Нет, вы должны сами ручками все это по роликам делать, чтобы понимать, как все это работает. Когда вы зашли в тупик, у вас что-то не получается, в том случае вы уже можете посмотреть в готовый код. А прям вслепую просто брать и переписывать с кода или вообще копировать и вставлять не рекомендую. Что ж, ребятки, до встречи в новом ролике.